За прошедший год я успел обучить несколько мастеринговых эквалайзеров моему стилю сведения. И в процессе меня не покидал один вопрос. Почему бы не использовать эти приборы на всех инструментах микса, а не только на мастер-канале? Конечно, в аналоговой среде это было бы слишком накладно, но мы же работаем в коробке, и для нас нет никаких ограничений. Сегодня я покажу вам несколько моих самых любимых мастеринговых эквалайзеров, а также расскажу, как их можно эффективно использовать для сведения чего угодно в наших с вами миксах. Давайте начнем! Сейчас мы с вами принципиально улучшим звучание микса с помощью нескольких мастеринговых эквалайзеров. Барабаны, бас, гитары — все как я люблю. Начнем с барабанов. Бочка звучит отлично, но я хочу сделать ее еще более массивной и более пробивной в миксе. Добавим эквалайзер Erin. И, конечно же, начнем с пресета. Просто шикарно. Включим преамп. Да, такое звучание бочки мне уже нравится. Вы видите, что мой пресет усилил 100 Гц, добавил 10, 7 кГц, добавил 3 кГц, чтобы пинок бочки был более ощутим, а также слегка прибрал 250 Гц. Но вот эту настройку мы можем немного усугубить. Да, так лучше. Послушаем до обработки. После обработки звучание бочки слишком сильно не изменилось, но оно стало более бархатным, более богатым и более сочным. Мастеринговые эквалайзеры, в отличие от миксинговых или трекинговых приборов, всегда работают более роскошно, и этим они просто покоряют слушателей и звукорежиссеров. Следующий инструмент — малый барабан. С одной стороны хорошее звучание, а с другой стороны ужасное. Малый барабан хрипит, звенит, в общем, требует каких-то более радикальных корректировок. И в этом смысле нам пригодится Green. Найдем вот эту гудящую частоту, а потом займемся всем остальным. Определенно, эта гудящая частота находится где-то в районе 200 Гц. Теперь немного усилим тело малого барабана. И сделаем дополнительный срез 200 Гц. Теперь добавим пинка.
И сейчас время включить преамп. Немного гармоник малому барабану не помешает. Посмотрим, возможно, стоит добавить немного верха, но это не точно. Послушаем до обработки. Слишком сильно подавлен звон. А так намного лучше. Как вы видите, с помощью Green можно аккуратно прибрать некоторые недостатки инструментов, но при этом не превратить изначальное звучание во что-то совершенно противоестественное. Послушаем в миксе. Послушаем без обработки. В миксе малый барабан читается намного лучше, чем это прослушивалось в соло. Магия микса, как-никак. Отлично, теперь я хочу скорректировать бас-гитару. Здесь также нам понадобится Эрин. Шикарный массивный звук. Обратите внимание на то, что в отличие от бочки, Эрин предложила усилить 250 Гц на басу. Включим преамп. Да. До обработки. Хороший бас, но слегка вялый. А теперь сочное и массивное звучание. Но будет ли он хорошо работать в миксе? Давайте проверим. В миксе бас работает отлично. Следующий инструмент — хай-хет. Какой-то он недостаточно яркий и недостаточно рассекающий микс. Мы это сейчас исправим. Здесь я попробую новый эквалайзер Opal, который вышел совсем недавно. Выберем 20 кГц. Прекрасно. Очень яркий, сочный верх. Включу преамп. Да, чуть больше бархата. И мне кажется, что в районе 4 кГц хэт слегка зудит. Да. Активируем фильтр и срежем лишние низкие частоты. Неплохо. До обработки. Мне нравится, но в миксе высоких частот может быть многовато. Проверим.
Да, так хорошо. И я думаю, похожую настройку мы добавим для крэшей. Проверим. Для крэша эквалайзер я слегка перенастроил, немного прибрал высоких частот, также добавил 4 кГц, немного ослабил срез низких частот, в общем, сделал так, чтобы в миксе тарелки звучали неплохо. Конечно, они сейчас, возможно, слегка яркие, но пока мне все нравится. Шикарно! Звучит неплохо. И последний на сегодня инструмент — гитары. Здесь я задействую Scarlett. Она прекрасно показывает себя на гитарах. Начнем с пресета. Включу высокочастотную полку. Сделаем гитары чуть более модерновыми. Чем хороша Scarlett, так это тем, что регулировки очень мягкие. Максимум, куда мы можем подняться, это на 6 дБ в плюс или в минус. Поэтому я могу очень тонко настроить звучание гитар, не искажая слишком сильно их оригинальный тембр. Здесь мой пресет также работает отлично. Я просто уточняю значение gain то тут, то там. В остальном все работает как нужно. Изначально гитары были более тусклыми. А теперь они звучат более ярко, более модерново. Но будет ли это хорошо звучать в миксе? Это хороший вопрос. Проверим. Давайте послушаем, как наш микс звучал изначально и как стал звучать после добавленных в него мастеринговых эквалайзеров. Звучание действительно изменилось кардинально. Конечно, тарелки сейчас стали более яркими, гитары звучат более сочно, бочка, бас звучат более объемно, более массивно, и малый барабан не настолько противный, каким он был изначально. Как вы видите, мастеринговые эквалайзеры действительно прекрасно подходят и для использования в процессе сведения самых разных аудиозаписей. Попробуйте их в ваших миксах и напишите в комментариях, как вам мастеринговые эквалайзеры, как замена привычных SSL, NIV, API и прочих приборов, которыми мы пользуемся с вами регулярно. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра.
Плывите к звуку.